Вообще, я очень люблю ходить по кладбищам. Минская белорусская национальная библиотека, теперь и в Орегоне, в Портленде. There you go. Всем привет, друзья! Доброе утро, вечер, ночь, у кого какое время года. Я сейчас еду по Орегону. У меня 7 утра. Замечательное время для съемок. Вот пытаюсь куда-нибудь в красивое место приехать. Но даже вот просто по дороге вот такие вот прекрасные пейзажи, холмы, такая пустыня. Было очень неожиданно попасть вот в пустыню, потому что до этого я ехал по лесу. Лес, причем такой прямо дождевой лес, как это называется, да, rainforest. И буквально за 5 минут лес превратился в пустыню, как только я спустился с гор, как только я преодолел хребет, который, собственно, задерживал все облака. Вот, и потом началась резко, включили пустыню. И вот сейчас еду по пустыне, прямо она бесконечная какая-то такая. Тут холодно, потому что стало ясно. Там в лесу было тепло и влажно, а сейчас сухо и холодно. Вот ночью температура опускается уже в минус. И очень некомфортненько так становится. Но днем потом выглядывает солнце и резко раз снова включает тепло. В общем, все становится привычно, тепло и комфортно. И я боюсь, не хочу, чтобы долго задерживаться в холодах на ночь, поэтому буду двигаться дальше от Орегона в сторону Калифорнии и ниже в Аризону куда-нибудь. Но пока еще хочется немножко успеть Орегон поисследовать, так что буду идти на этот риск. Надеюсь, что надолго прям там не будет такой сильный минус ночью, чтобы что-то лопнуло. Но будем смотреть. Итак, друзья, вот я нахожусь в Орегоне, в одном из самых популярных мест. Это раскрашенные холмы. Сейчас я вам покажу, как они выглядят на рассвете. Сейчас вот 7 утра где-то, и солнышко только пробивается. Посмотрите, какая красота тут. И они еще будут набирать краски по мере того, как солнце сходит. И, в общем, лезу я вот на ту высокую гору, чтобы оттуда посмотреть весь вид этот красивый. Так что погнали вместе. Вообще уже достаточно прохладно. Видно, что сезон закончился. Это такая национальная достопримечательность, но при этом никого вокруг нету. Ни хайкеров, ни пенсионеров. Потому что ночью опускается до нуля уже, октябрь. И, в общем, людям как бы не до этого становится. Все вернулись назад в офисы, в тепло, в уют, на работу. И я сейчас тут полностью полноправный один. Сам себе режиссер. Хотя, судя по тому, какие тут пейзажи, какая тут растительность, вид, наверное, этой равнины осенью мало чем отличается такой пустыни, да, горной от лета. Поэтому, я думаю, я немного потерял, что смотрю ее в октябре, например, не в июле. А вот на другой стороне гряды вы видите обычные фермерские угодья, где в этой пустыне с помощью воды народ выращивает что-то зеленое. И вот такая вот у них посредине, и это очень часто встречается, круговая оборона, где поливалки просто работают по кругу, как циркуль, и тем самым обеспечивают простой и удобный полив. Ну вот мне прошло 10 минут, как я забрался на этот холмик, и сейчас покажу вам, какой с него прикольный вид. Вот такая вот равнина. Как бы не сказать, что что-то особенное, но просто приятно.
с утра на восходе вот такое наблюдать вокруг. И вот сейчас я дошел до второго трейла до конца, который был тоже очень огромный, целых, наверное, полкилометра. Зато с него действительно открывается прикольный и необычный вид. Ребят, зацените. Вот такая вот тут красота, прям тоже какая-то неземная, я бы сказал. Хотя, видите, вполне земная. Стоит только сделать первый шаг. А сейчас я уже на другом трейле, на другой тропе. И вот посмотрите, как она выглядит. Это прям сделано настил сквозь сами вот эти вот холмы. Очень красиво и разноцветно. Они так прям рядом с тобой. Может дотронуться. Такие необычные все. Давайте пройдемся пару секундочек. И вы тоже, надеюсь, почувствуете, каково это среди них ходить. Такая тут и глина, и известь, видимо, все смешалось. Вот и получаются разноцветные такие узоры. Вчера у меня был очень интересный кемпинг, то есть место, где я ночевал. Там было место на двоих, оно находилось прямо рядом с национальной достопримечательностью, холмами. И там же ночевал еще один автодомщик. И я, конечно, после того, как уже сам разложился и встал на стоянку, пошел его поприветствовал. Это оказался такой дедушка, лет, наверное, 65-70, а может и больше, который живет в Орегоне и который вот выбирается на такие небольшие поездки по штату и по стране в своем тоже спринтере. Dodge Sprinter у него был 2500. Мы с ним разговорились. И он сказал, кстати, что он родом тоже из Пенсильвании, то есть недалеко от Нью-Джерси. Он был рад увидеть знакомые номера рядом. Он рассказал мне, что ему нравится очень Орегон, потому что в Орегоне как раз достаточно проехать всего немножко, и тут тебе и океан, и пустыня, и широколиственный лес, и в общем все в одном штате. Достаточно просто чуть-чуть отъехать, и будут разные климатические условия, ему это очень нравится. Он рассказал мне, что он тоже фотограф, тоже играет на гитаре. Был очень удивлен, когда я сказал ему, что я тоже этим всем делом увлекаюсь. И когда мы уже прощались, я ему так бросил, на прощание, что было бы классно, конечно, мне послушать, как вы играете, или может нам вместе что-то сыграть. Давайте в другой раз, потому что уже поздно. И вообще холодно, в общем, поздно, и работа у меня, и все дела, короче. А он такой, да, говорит, в другой раз, говорит, не судьба. И что вы думаете? Через час этот дедушка стучится мне в автодом, в руках у него гитара, и говорит, слушай, а ты знаешь, что сегодня полная луна? И как можно на полной луне, мы тут с тобой вдвоем, неизвестно где, оба автодомщики, оба гитаристы, да не поиграть кантри какой-нибудь, поиграть bluegrass, как он называет, синяя трава какая-то, я не знаю, какой-то стиль музыки, но если вы знаете о таком, напишите. В общем, уговорил он меня поиграть, я надел куртку, вышел, потому что было уже реально холодно, поставил запись, и вот что из этого получилось. Well, you know all kinds of stuff, obviously. Well, geez, I don't know. Okay, I know some. Lay your head on my shoulders and just to a day. Put your little hand in mine. We'll walk down Lover's Lane together. Let me love you one more time. Take me down, little Susie, take me down. I know you think you're the queen of the underground. Sort of that song today.
put it all together, and there you show up. Crystal stop, kids in a Bristol sharp, Crystal when they do, Crystal stop. Oh, 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 rabbit, dabba, ding dong. Oh, 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 bum, 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 da, 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 da. Считаю, что такие знакомства, такие встречи и общения – это одно из самых главных плюсов, преимуществ жизни на дороге, жизни в автодоме, потому что столько людей разных могут встретиться, и они, большинство из них, по крайней мере, не боятся тебе открываться, не боятся быть искренними, потому что они понимают, завтра вы разъедетесь, и больше шанса поговорить, как-то узнать друг друга получше не будет. Поэтому не нужно жеманничать, не нужно стесняться. Будь собой, открывайся, общайся по полной, потому что другого шанса может не быть. Why must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Сейчас я нахожусь на одном из самых древних, если не самом старшем кладбище в Портленде, Орегон. И вот что интересно, друзья, если не половина, а может и большая часть даже могил здесь, русских, украинцев, евреев, я не знаю, в общем, кто по национальности, но все написаны, большинство на русском языке. И даже непонятно, надо будет изучить вопрос, откуда столько много людей в этом месте. Даже больше, чем американцев. Вот даже тексты на русском. Смотрите. И, кстати, очень интересная особенность. Все могилы русских, они стараются вот с фотографией, с описанием, с деталями. Все могилы американцев, они вот такие вот пустые, невзрачные. То есть простой камень, максимум имя и дата смерти. Если мы подходим вот к такой, видим, что это уже русские. И все, так сказать, тут фото, детали. И вот там тоже, я думаю, впереди, скорее всего, русская могила, потому что уже очень такая цветастая. Да, я не ошибся, вот тоже на русском все написано. Очень красиво, конечно. Вот такие вот прям тут цветастые делают надгробия. Как вы считаете, лучше оформлять? Такой вопрос, я понимаю, не самый популярный. Но тем не менее, если бы вы для себя, скажем так, что-то планировали, захотели бы вот что-то маленькое, аккуратное, вот видеть такого вот простого какой-то надгробия, или что-то такое красивое, чтобы, в общем, за 50 метров было видно, что тут вы. Легко было найти, наверное, тоже. Поделитесь мыслями, а также, если кто-то знает, почему в Портленде столько много русского населения, тоже было бы интересно мне понять. Вообще, я очень люблю ходить по кладбищам осенью. Такое умиротворение, это такое просто спокойствие, тишина и благодать, когда под кронами листьев, желтевшими, бегают белки, пахнет листвой, он вдали от городской суеты, и настолько хорошо и спокойно становится. Надеюсь, что тем, кто здесь лежит, тоже очень хорошо и спокойно. Правда, вот там где-то сзади пара делает фотосессию прямо на могилах. Ну, видимо, готы, может, какие-то, не знаю. В общем, тут даже он какой-то дым пустил. Сейчас подойду, посмотрю. Ну, в общем, ребята вот занимаются фотохудожеством.
Короче, приехал я сейчас в один из самых таких старых районов города, neighborhoods, да, то есть где жилые кварталы спальные. И что интересно, для этих кварталов они все улицы выполнены в форме такого ромба. То есть они все сходятся вот внутри, в центре, к одному большому саду. И сейчас октябрь, и вы можете посмотреть, как тут во всем этом саду прям цветут розы. Бесконечно много всяких разных. Очень прям безумно пахнут все розами, такими классными. Ну и все дома тоже такие разные. Все какие-то вот такие вот уютненькие. Я еще к ним подойду, покажу вам. Но вот этот сад роз просто вот бесконечных в середине октября, это просто, конечно, очень интересно. И такого я прям не видел разнообразия. Пахнут просто обалденно. И домики, конечно, тоже очень красивые. Вот притаились все вокруг этого парка и вокруг этого райончика. Причем, судя по автомобилям, народ не то чтобы здесь очень богатый. Как говорится, такие вот нормальные, обычные американцы. И домики, видите, как бы без излишеств, но при этом достаточно миленькие. Тот случай, когда Subaru Legacy действительно стала легендой уже сколько лет. Но стоят, смотрите, и рядом с современными машинами имеют место быть. Я думаю, что американцы очень часто сохраняют свои машины старые, потому что, их дешевле под домом, чтобы они стояли, чем утилизировать и платить за эти все переработки. Очень интересно, что в этом районе практически нету украшений на Хэллоуин ни у кого, хотя достаточно популярный праздник у американцев, и многие украшают прям вовсю, там выставляют кучу разных интересных своих поделок, в общем, всего того, что они насобирались за столько лет. А тут вот я пока нашел только одно место. Смотрите, вот так вот маленькое такое вот кладбище и какой-то вот пару тыковок. Да, вот тут уже побольше немножко украшений. Но это еще цветочки по сравнению с тем, как бывают реально. И даже учитывая вот эту притаившуюся тыкву сзади, все равно это мелочь. Интересно, как многие местные перемещаются здесь на велосипедах, в отличие от так любимыми американцами машинах. И что классно, конечно, это вот такие вот замечательные улицы с такими вообще здоровенными деревьями, прям как в детстве мне вспоминается, когда раньше улицы были действительно засеяны такими деревьями красивыми. Сейчас все у нас порубили, нужно больше жилплощади, нужно больше всего, а тут вот прям такой уют. Вот такая вот улочка, а вот и мой домик притаился на этой улице. Так что можно сказать, что и я успел пожить в этом гламурном районе. Пусть даже всего лишь часик, но уже неплохо. Пора двигаться дальше на более оживленные места и смотреть, как живет центр города, уже такой более социальный. Значит, смотрите, я сразу рассказываю не только про то, что я посетил, а что я фоткал в это время для стоков. Вот, на кладбище я делал фотографии больше не общего плана, потому что как бы общий план не очень красиво. Там не было какой-то там прям желтой листвы или каких-то прям цветов интересных, поэтому я делал больше крупный план на каких-то интересных вот старинных, значит, усыпальницах, там надгробиях, чтобы было красивое боке с задним планом, где есть желтенькая листва, и пару видосиков тоже, там часовни, усыпальницы, вот я сделал. Все. По этому району, где я сейчас только что был, здесь я тоже искал какие-то отдельные домики, которые были красивые, с красивым светом, либо с красивой листвой, либо с красивыми какими-то, там, я не знаю, растительностью, украшениями к Хэллоуин. Вот. И пару видосиков тоже сделал проводочкой с этими домами и с улицей, вот там, где вот красивые деревья были, аллейки. Вот это вот тоже я сделал. Я думаю, что для рекламы этого района, для использования в каких-то некоммерческих тоже проектах, это будут хорошие фотографии, потому что сейчас как раз осень.
Свет был хороший, то есть не было резкого света, были вот такие вот облака, и с хорошей выдержкой или чувствительностью получаются достаточно светлые, интересные и, самое главное, яркие, красочные фотографии. Вот, сейчас еду в какой-то центральный музей этого города, и просто потому, что он, ну, в общем, это вот как раз-таки тот случай, когда действительно есть смысл некоммерчески фотографировать какую-то большую достопримечательность, потому что, ну, явно классная штука. И вот, посмотрите, какое, кстати, проезжаю интересное здание тоже. Вот такое вот, прямо тут 3D. Вот эти волосы у девушки, они прямо из растительности, очень прикольно. Вот такой вот Портленд, друзья, немножечко пустоватый в центре, потому что уже день закончился, все разбрелись по своим домам, барам, ресторанам, не знаю чему, но при этом достаточно уютный. В Орегоне очень много ларьков с уличной едой, только народу что-то нету. Вообще, Портленд очень шумный город, постоянно что-то шумит, гудит, поезда, пароходы, люди куда-то бегут все время. Куда они бегут? Едут. Короче, это не национальные парки, к которым я так привык, с тишиной своей, с спокойствием. Это реально большой город с движухой. И даже пароходы здесь большие, вот смотрите какие. По-моему, Портленд очень культурный город. Вот все что-то читают, что-то изучают. Даже бездомные в свободное время, вместо того, чтобы греться в телефон, пожалуйста, вот сидят и изучают какие-то сценарии, видимо. Может попробовать себя на новую роль в новом блокбастере. Но фонтаны в городе тоже есть. Такие вот интересные, прямо на тротуарной плитке. Но фонтан. Ну что, друзья, Минская белорусская национальная библиотека, теперь вы в Орегоне, в Портленде. 1 в 1, по-моему, да? Вообще, Портленд вызывает немножко противоречивое чувство. С одной стороны, он такой весь уютный, маленькие улочки, старинные здания, какое-то все такое вот разноцветное, пестрое, интересное. С другой стороны, очень много бомжей, люди вокруг курят шмаль, грязно, и как-то вот реально... Ну, в общем, как-то очень некрасиво в нем вот находиться долго. Потому что чувствуется, что вот такое вот... Это, знаете, наверное, тот случай, когда чересчур много свободы, которым людям дают, расслабляет, и когда люди начинают забивать вообще на все. Лучше, когда немножечко порядка есть. Когда есть какие-то правоохранительные органы, наверное, которые следят. А тут получается такой вот, знаете, город хиппи такой, который был предоставлен самому себе, и вот во что он превратился. То есть, да, расцветает много всего разноцветного, расцветает много каких-то творчества и креатива, но когда оно начинает переливаться через край, вот люди опускаются и начинают срать, условно говоря, там во все углы. Так что везде нужен баланс. В Портленде также есть скандинавская диаспора, и у них есть такой маленький парк, где... присутствуют, значит, как вы видите, домики в скандинавском стиле, а также настоящий тролль. Пойдемте, я вам его покажу. Как вы думаете, что бы вы чувствовали, увидев, как тролль забирается к вам через крышу и подглядывает? Вот такой вот тролль.
Он очень даже милый и совсем не страшный. И, наверное, хочет проведать, как у нас дела. А зовут этого тролля Оли-Боли. Вот тут даже есть табличка, значит, с его именем. Кстати, таких троллей по трассе от Вашингтона до Орегона очень много, если знать, где искать. По-моему, около 7 или 8 штук. Но я, к сожалению, узнал об этом только прибыв уже в Портленд, где это практически, по-моему, последний из них. Вот на этой табличке можно посмотреть все тролли, которые находятся в Портленде, Орегоне и Вашингтоне, в штате Вашингтон. И мы видим, что только один находится в Орегоне, все остальные Вашингтон, 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 Вашингтон и король троллей тоже в Вашингтоне. Da da